Всем привет, добро пожаловать обратно в челлендж «Пекарня». У нас уже наступила зима, как вы видите, снежочек пошел, наша Зоя радуется этому моменту. И с тех пор, как мы не виделись, у нас тут много чего произошло, потому что вышла ферма, и, как вы видите, там вот грядочки намечаются. Они были высажены с надеждой на то, что будут какие-то новые супер-пупер рецепты. Как минимум тыквенный пирог. Я на него рассчитывала. Но что-то, мне кажется, его не будет, потому что я уже так немножечко посмотрела, подзаглянула и ничего не нашла, что немножко странно. В общем, у нас в пекарне все идет своим чередом. У нас, как вы помните, в прошлой серии мы обставили новую ванную. Как новую? Единственную пока что ванную. Я хотела сделать новую спальню, но пока не получилось, потому что надо было прокачивать навык обаяния. Я что-то немножко подзабила на это дело, честно признаюсь. Но зато, как вы видите, у нас много денег, потому что мы постоянно продавали весь наш урожай. Так как, в принципе, Зоя уже хорошенечко подзатарилась тем, что уже есть. В общем, надо немножко прирядить это все дело. Ну, то есть у нас здесь есть много уже чего. Вот, я думаю, что не надо нам больше, можно все продавать. Но дело в том, что пекарней мы тоже заработали очень много. То есть я, помните, говорила о том, что мы будем очищать пекарню, когда мы конкретно пекарней, заработаем 4000. Как вы видите, вот за те пару дней, пока пекарня просто работала, мы уже заработали 3300. 3300, короче, мы заработали, и я считаю, это прям круто. Вот за последний раз у нас было 800 симулёнов, 13 предметов. Вы знаете, стратегия 15% работает. Вот она реально работает. Так, ты пока покушай, а я расскажу, что я хотела. Я хотела сказать, что раз у нас все так хорошо пошло, то я предлагаю, на самом деле, помните, я говорила о том, что как только 4000 заработает, и плюс там выпечка, точнее, у нас повысится, выпечка уже давно у нас прокачалась, и после этого я как бы уберу здесь все, мы сделаем все красивенько, но как-то это нечестно получается, то есть я не буду покупать разрешение. А что у нас воняет отсюда, интересно, что у нас там пропало? У нас, кстати, здесь не пустой холодильник, то есть у нас тут обычная, как это называется? Что-то, короче, у нас там пропал. О чем я говорила? О том, что, в общем, как-то неприлично получается, что везде я плачу за разрешение для того, чтобы, ремонт произвести, а здесь типа нет. Мне кажется, как-то не очень. Вот она заработала 4500, и у нас есть 3500 бюджета семьи. Я считаю, это то, что надо. А что у нее велик тут так валяется? Странно это все. Ну да ладно, пусть она пойдет. Вот, до того, как мы откроем пекарню, я хочу, чтобы она, точнее я, все здесь приберусь. То есть я сейчас заплачу 4000, она сейчас почистит свой холодильничек, для того, чтобы оттуда не вонякало. Что там пропало, я так и не понимаю. В общем, сейчас мы все почистим и приведем уже пекарню в какой-то хороший вид и откроем. У нас будет красивая новая пекарня. За 3500, конечно, мы супер много чего не сделаем, но ничего страшного. Еще надо все-таки привести в порядок, опять в порядок привести нашу или все-таки продать все. Давайте соберем последний урожай. Уже 9 часов. Соберем последний урожай, и тогда, чтобы у нас было побольше денег, чтобы сделать прям ремонтище, чтобы красивый был ремонтище. Массовая продажа. Ого. Смотрите, мы 1300 заработаем. 3 клубники, 12 гроздей ежевики, 27 гроздей винограда, 5 груш, 6... Класс. Давайте это продадим. И тогда будем переключаться уже на постройку. Сейчас я сразу отниму деньги. Money. У нас должно у нее остаться 435. Все. Минус 4000. Мы заплатили за разрешение, мы можем ремонтировать. Но вначале мы все продадим, и потом на эти деньги мы построим. Я думаю, конечно, точнее, сделаем ремонт. Это уже будет достаточно поздно, но мы хотя бы на полдня откроем потом пекарню. Ладно уже, потому что на самом деле долго копается в этом всем. Ну да ладно. Я думаю, мы с вами встретимся уже в режиме строительства.
Итак, добро пожаловать в обновленную пекарню. Теперь у нас вот так все выглядит, но как бы это и все. Дальше пусто, больше денег не хватило. А еще наша вонючая собака. Ушел этот. Ой, блин, они будут подниматься на второй этаж. А как так получилось-то? Тут же шкафчик стоял, который мешал подниматься посетителям на второй этаж, потому что он-то у нас еще заблокирован. Сейчас я тогда исправлю это и вернусь к вам. Все, я вернула на место, он еще должен у нас стоять, потому что только в следующий раз мы сможем открыть вообще второй этаж. То есть еще накопив 4000 и прокачав нашу выпечку до 8. Сейчас у нас пока 7 уровень, но, кстати, мы достаточно близки. И за счет того, что пекарня стала приносить такой ощутимый доход, то я думаю, что мы достаточно быстро это сделаем. Но вначале нам надо постирать нашу собаку. Опять, это сумасшедшая собака, просто сумасшедшая. Так вот, в принципе, вот здесь я уже все хорошенечко оформила. Нам, наверное, еще, впоследствии еще поменяем вот это дело. Ну, то есть, скорее всего, духовку мы все-таки поменяем, потому что она не самая лучшая, она достаточно удобная, но не самая лучшая. Вот, но обстановочку, я думаю, мы такую и оставим. Единственное, что все такое однотонно-деревянное, не знаю, пока я не уверена, что я так прям оставлю. Но, возможно, когда появится камин, вот здесь я хочу сделать большой камин, здесь появятся какие-то столики, в общем, как-то заживет своей жизнью. Возможно, мне больше понравится, я не буду менять. Я добавила еще 2 холодильника, не знаю зачем, но просто чтобы было удобнее, наверное. Потому что мне кажется, что они... когда мало холодильников или вообще один, они очень сталкиваются друг с другом. Так, а еще, конечно, я такой человек, тоже мне игрун. Оказывается, массовая продажа, она за 2 секунды происходит. Смотрите, у нас это узорчик типа зимний или это грязь? Скажите мне, наверное, это зимний узорчик. Даже зима. Тут, кстати, что-то осталось. Яблоки. Я не привела в порядок вот этот участок. Ладно, пока оставим его так. Мне лень, если честно. Давайте откроем нашу пекарню. Подождите открывать. Хотя у нас вроде, видите, все-таки по вот этому состоянию холодильников можно определить, там много всего или нет. Оно все-таки исчезает постепенно. Прилично. Я думаю, что на 1 день точно хватит. Так, ты хочешь в душ? Но давай сначала откроем пекарню, постираем собаку, потом постираем себя. И будем все-таки прокачивать навык харизмы, потому что нам нужно открывать спальню. Хватит ей спать на улице, тем более уже зима. Я думаю, это не самое приятное времяпрепровождение, спать на улице зимой в палатке. Это все-таки еще простудится. Что в этом хорошего? А куда ты идешь? Так, стоп. Еще один моментик. Разрешить доступ семья. Вот. Во всем остальном закрыто. А то они ломанутся тут же, просто тут же. Она просто ее понюхала, собачку. Да, она воняет, собачка. Ее надо вообще-то постирать. Мы в курсе, мы вообще-то тебе уже назначили это дело. Давай, открывай пекарню. В принципе, с этими холодильниками пекарня сама по себе очень хорошо функционирует. Я не хочу, если честно, открытые холодильники покупать. В них смысла такого прям сильного и нету, если честно. Во-первых, вам нужно обслуживать ваших посетителей, то есть постоянно туда-сюда бегать. Во-вторых, что, в принципе, это основная, честная штука, что это все автоматически происходит. И каких-то гиперпродаж не происходит. То есть они не повышают никак процент продаж. Все, на собачонку свою взяла вонючку. Собачонка вонючка. Да, она воняет. Все плохо. Мы в курсе. Она воняет. Но у нас теперь есть ванная, супер-пупер ванная. Где-то она тут у нас, вот она была. Красавишна. Красивенько у нее тут, конечно. Мне нравится. Вот. На самом деле, я, если честно, рассчитывала, что как-то на больше охватит нашей пекарни, но пока не хватило, и ладно. Так, что, мы моем собаку, моем, и самим надо помыться потом после всего этого. Прими душ. Наконец-то можем постирать собаку, потому что раньше это было невозможно, и она вот это ходила, воняла, но в какой-то момент она переставала вонять, но все равно достаточно долго вот это она портила настроение. Вот. И хозяйке, и себе. Ходила тут, скулила, воняла нам. Теперь мы можем наконец-то от этого всего избавиться. Какая-то неопределившаяся. То ли ты счастливая, то ли несчастливая. Что тут? Дурно пахнущий питомец. Отлично. Да, я знаю. О, все. Пошел снег. Она вспомнила, что снег. Так, давайте заглянем в пекарню. Что у нас там есть? Уже первые посетители есть. Слушай, там уже пошла торговля.
Крутяк. А что они там... Об чем они думали-то все вместе? Ну, в принципе, харизму можно же прокачивать за счет общения, насколько я знаю. Она же тоже прокачивается достаточно хорошо. А у нас вообще нету ни одной. Слушайте, а как так? Я же общалась вроде с людьми. Так, выпечка, кулинария, механика рыбной ловли, садоводство, фитнес. И все? Серьезно? Как ты? Грустная собака. Грустная, но чистая собака ушла. Она сейчас тут плюхнется и будет спать, мне кажется. Так. Ну, в общем, народ там... эта песня поет в душе. У нее все хорошо. Так, давайте тебя немножечко затормозим. Так, а что у нас здесь? Учиться дискутировать, репетировать речь. Это же прокачивает, да, навык обаяния, насколько я знаю. К ней идея какая-то пришла. Но я надеюсь, что сейчас мы прокачаемся достаточно быстро. Тут главное начать, мне кажется. Так. Помыла ручонки. Кстати, у нее такой крутой комбез. С какого это набора, я даже не помню, если честно. Но выглядит прикольно. Ну что? Она супер уверенная в себе. Так, сейчас посмотрим у нас. Обаяние, отлично. Я рада. Ну, давай прокачивайся. Получен навык обаяния. Так, ну хорошо. Мы прокачиваемся. О, у нас первая продажа, отличная. Помадку за 85. Крутяк, крутяк. У нас вот все, в принципе, хорошо. Я думаю, что мы за сегодня как раз-таки накопим, точнее, чтобы купить камин. Картофельный хлеб. 83. Вот что я хотела глянуть. У нас же вот эти новые растения, бла-бла-бла. И что у нас здесь? Я хотела посмотреть все рецепты выпечки. Потому что я тут пролистала немножечко так, в таком свободном режиме. И мне кажется, у нас ничего не добавилось. Ничего. Так, рыбный пирог он был. Фруктовый пирог, сладкий картофельный. Так, плюшки, морковный. Картофельный хлеб, киш со шпинатом, бам-бам-бам. Экзотический фруктовый пирог. Я так и не поняла, какой у нас экзотический фрукт должен быть. Банановый хлеб. Ничего нету. Вообще ничего нового нету. Вот, я, если честно, искренне надеялась, что у нас появятся какие-то новые крутые... О, у нас навык уже 2. Отлично. Я считаю, идеально. Еще одна покупка. Картофельный хлеб. Прекрасно. Так, вот, йоркширский пудинг. У нас яйцо, мука, любое молоко. А мы так не можем приготовить? Можем, да? Не покупая специальные продукты. Вот хлеб, естественно, на молоке. Хлеб, естественно, на молоке без лактозы. Опять йоркширский пудинг без лактозы. Золотое яйцо, сыр, жареный сыр, попкорн из сверчков, медовик, сосиски с фасолью, макароны с сыром. У нас готовка на первом уровне. Она же ничего тут не готовила, она все время выпекает. В общем, мне кажется... почему макароны? Нет доступной плиты, точно. Точно. Я забыла, ниже плиты нету. А у нас... Сейчас я посмотрю. Секунду. Столовая кухня, кулинария 5 и 8 тысяч. Мощно. Но мы сначала спальню откроем. У нас харизма опять должна быть и 607 миллионов разрешения. Но кухня, конечно, мощняк. Ну, кстати, с этими новыми плитами, которые раздельные, можно наконец-то сделать так, чтобы, разделить обычную готовку с выпеканием. Потому что если... Так, что-то у нас купили. Ну, в смысле того, что оставить здесь только духовку, а в комнату ей, вот в эту кухню ей поставить только верхнюю часть плиты. И так будет хоть какое-то разделение, потому что так они будут метаться. В прошлый раз вот у меня было точно такое. А что такое? Что-то в дискомфорте. Подожди, что-то в дискомфорте, низкая температура. А ты разделась. Это, кстати, ее велик, да? Она разделась и теперь страдает от того, что ей холодно. Отлично. Я считаю, идеально. Так, у нас 5 продаж и 407 миллионов, и мы открыты всего 6 часов. Круто. Я же говорю, вот эта концепция всего 15% работает. Она действительно работает. То есть за счет объема получается очень крутая выручка. Потому что если бы мы накрутили там 50, а то и 100, как у меня раньше было, достаточно быстро на самом деле перешла на 100, даже слишком быстро в прошлой пекарне.
И у нас приходили хлопальщики, и у нас максимум там 1 продажа, 2 продажи, 3 очень редко было продажи. То есть даже если очень дорого что-то продавалось, то, ну, как бы 1 продажа, типа 400 симиллионов за все время. И это за какое-то глобальное количество времени. Так, что у нас там, киш со шпинатом. Картофельный хлеб, слушайте, типа, хорошо пошел, прям так мощненько. У нас там еще что-то есть, надо проверить. Так. У нас тут полно всего. На самом деле, вообще можно не париться. По этому поводу мы прокачиваем навык. Давайте глянем, пока у нас тут идет оживленная торговля. Ну мы неплохо, кстати, прокачались. Я предлагаю встретиться с вами через пару дней. Наша странная собака спит зимой на улице рядом с нашей палаткой. Ну, точнее, с палаткой Зои. Я не знаю почему. У нее есть свое место, она в доме. Там своя лежаночка, там еда, вода, все есть. Но она продолжает делать странные вещи. В общем, это следующий день. Все не так плохо было, как я такая, ой, пару дней. Нет, все как бы достаточно просто. Я сейчас ее разбудила, потому что мы, конечно, не выспались, но сегодня день скидок, я считаю, это идеальный день для того, чтобы, ну, что-то купить для нашей спальни. Вот, а еще у нас арбуз созрел, а тыква нет. Странно. Ты же созрел, да? Да. Так, давайте опять устроим массовую продажу, потому что... у нас 700, потому что что у нас еще здесь продалось? Овощные бананы, морковки, базилик, петрушка. Ладно, что-то у нас еще прибавилось. Наверное, латук. Что-то, короче, прибавилось. Для того, чтобы запустить нашу пекарню сейчас, и я хочу заставить ее общаться с посетителями. У нас тут все хорошо. Отлично. Заставить общаться с посетителями, чтобы она докачала свой навык. И мы будем с чистой совестью делать спальню, потому что, повторюсь, как-то зима, холода, одинокие дома. В общем, не хочется спать никому, мне кажется, на улице, в палатке зимой. Только нашей собаке это в кайф. Наша собака, она сумасшедшая. Поэтому ей все прекрасно ей спится, короче, на улице. Ну что, мы сделали уже массовую продажу, нет? Тем более нам еще 600 миллионов заплатить. Вот. Максимальный уровень навыка. Ура! Мы супер садоводы. Отлично. Так, смотрим. Мы вчера заработали 787 миллионов. Между прочим, 11 предметов мы продали. И у нас теперь капитал 1187. И здесь еще 2000. Слушайте, нормальная спальня получится. Ну, в смысле, мы можем вполне себе приличную кровать купить. Я думаю, что сильно много всего мы не будем специально покупать. Ну, каких-то безделушечек. Это мы всегда можем добавить и так. А вот хорошую кровать, в которой можно быстро выспаться, это как бы будет самое то. Я, кстати, не почистила панель, потому что я не хороший человек. Мне сказали, что тут уже все забито, я забыла. Вот, уже давненько это было. Все. Странно, она не такая уж забитая была. И где наши посетители? Я, между прочим, хочу с ними общаться. Так, дверь открылась. Ага, появился посетитель. Посетитель. А это... Что за шлейф от нее? Это морозный шлейф. Она очень уверенная в себе. Покупательница, отлично. Приветствую покупателя, пожалуйста. Давайте откроем панель с навыками и будем прослеживать. Развивается ли навык или не развивается. А что так к холодильнику? Она уже отошла от холодильника. Она, кстати, не очень уверена в покупке. Я считаю, это будет идеально. Что мы с ней сейчас пообщаемся. Так, дать совет? Нет. Торговля. Нет, ответить на вопросы. Давай как этот. Как все-таки хозяин пекарни. А то ты как ты открываешь пекарню и как бы все. И на этом заканчиваем мы все это дело. Так, давай мы тебя ускорим. Как-то все так растягивается. Вот еще одна покупательница. Давай тоже поприветствуем. Давай с тобой тоже поговорим. Что у нас, обаяние прокачивается-то или нет? Что-то как-то нет. Или мне кажется? Нет, 22%, 22% и все. Что-то как-то... Что-то он нехорошо общается с покупательницей. Но у нее же, вот видите, идет процесс. И у нее идет процесс. А ты кто? Покупатель. Отлично. Давай с тобой тоже пообщаемся. Я, кстати, в наушниках, потому что вчера она как-то подустала от всех этих обучений, прокачиваний навыка.
То есть нет, да? Это бессмысленно. Ну, хотя бы она пообщалась. Мне хотя бы прокачала. В смысле, как раз повысила свой навык. Так. Интересно, что ее так сильно испугало. Смотрите. Она все-таки попахивает, мне кажется. Нельзя так делать такое лицо при покупателях. Это неприлично, между прочим. Так, давай тогда покушай и иди в зеркало пялься. Потому что что-то не повышается. Наверное, навык не повышается, когда мы с посетителями именно по работе общаемся. Наверное, так. Так, вообще-то, мы вчера приготовили йоркширского пудинга, между прочим. Целую большую порцию. То, что надо все-таки докачать сегодня, потому что я хочу очень сильно сегодня сделать спальню. Вот наше местечко. Мне кажется, нам, по-моему, 10% всего вернут. Но все равно приятно. Скидки — это всегда приятно, честно. Какая бы она ни была, это всегда очень... Это всегда греет душу и кошелек. О, у нас какая-то знаменитость пришла, да? Да, настоящая звезда Торнбейли. Отлично. Она пошла туда кушать свой этот пудинг. Только что нам сообщили о том, что мы достигли 5 уровня в навыке обаяния. Обаяния. Постоянно хочу сказать обоняние почему-то. Но наша Зоя, как видите, сейчас отрубится уже. Нехватка бодрости. Ну, я хочу ее обрадовать, потому что мы достигли 5 уровня. У нас еще сезон скидок продолжается. У нас тут хорошие были продажи, но я предлагаю закрываться, потому что сейчас мы совершим невозможное и создадим ей спальню. У нас тут как раз мало всего осталось, нужно завтра уже готовить. Давайте закрываться. Итого у нас, получается, было за 11 часов работы целых 10 продаж, а тут 8, странно. 10 продаж и практически 800 симолеонов. Я считаю, это прям победа. Так что все, ребят, расходитесь. И я хочу сделать подарок своей Зое, потому что, представляете, она в этот мороз, в этот снег все время спала в своей палатке. Было холодно, зябко, неудобно, а она спала в этой палатке. А сейчас мы ей сделаем тепленькую, комфортабельную, мягенькую постельку. И вообще она будет в доме спать. Это очень приятно, мне кажется. Так, давайте отнимем у нее деньги. Сейчас я проверю все. Точно ли 600? Да, спальня, получается, харизма 5 и 600 симолеонов. Так, у нас должно остаться 1444, правильно? Нет, я не то сделала. Яй. 1144. Вроде так. Я что-то не то сделала. Мне кажется, я правильно же сделала. Ну, что-то около того. Я отняла у нее деньги, в общем. Так. И теперь нам нужно чуть-чуть сюда переложить в капитал. Так, поменяйтесь местами. И 1000 мы перенесем. И у нас того будет практически 3000. Я думаю, на хорошую кровать нам точно хватит. И камин. Я хочу очень сильно камин. Так что давайте встретимся уже в постройке.
Добро пожаловать в нашу новую супер мебелированную комнату, спальню. Главное, что мы ее открыли. Это самое основное. Мы уже здесь все поприбирали, привели немножечко в порядок, поменяли пол, новые обойки кинули, все прекрасно. Есть главная кровать, в которой я предлагаю отправить нашу Зою, потому что она и так уже вообще никакущая, потому что она тут весь день пыталась, старалась все это делать. Так, нехватка бодрости. Я прекрасно тебя понимаю. Ну, я же тебя отменила. Что ж ты не идешь-то, а? Мне так хочется, чтобы она легла в теплую, уютную кровать в доме, а не на улице в палатке. Не хочет она идти. Она все еще болтает с зеркалом. Я вам покажу... это немножко... Давайте я включу свет. Мы все равно не будем платить по счетам. Почему я сделала свет автоматическим, я так и не поняла. Где тут хотя бы один свет? А что у нас за лужа? Или мне кажется? Все источники света, пожалуйста, включи. Нет, не лужа, все нормально. В общем, мы завели камин, который я хотела. Это, кстати, один из самых недорогих каминов, но он вполне себе вписывается в общую картину. Ну так, нормальненько. Вот этот вот островок, это, конечно, что-то странное. Я пока не уверена в нем. Вообще я хочу сделать вот пару столиков, как у меня в прошлый раз тоже было. Ну, симпатично. Все равно народ тусуется, что-то делает. Надо книжный шкаф еще прикупить, который у меня был, потому что им тоже нравилось, когда было что-то такое. Ну, то есть, как бы, что-то будет, но пока еще вот в таком состоянии. Не знаю, что-то мне показалось сначала ненормально гармонирует цвет дерева. Сейчас что-то вообще все разные цвета дерева. Но сам по себе столик мне очень нравится, вот этот. Я его люблю. Наверное, просто стульчики надо под него другие выбрать. Вот. Так, ну что, наша Зоя легла же вроде, да? Да, моя хорошая. Все, она спит в комфортабельных условиях. А где наша собака? Чуби, ты где? Чудовище маленькое. Где-то она носится, я слышу. Скулит и хлопает дверками. Непонятно, где она. Она же отнесло к ней. Вот. Ну все, она здесь. Все у нее хорошо. Так, зато мы выполнили день скидок, отлично. Вот, видите, у нее есть место, есть игрушки, есть еда, все есть. Нет, она строит из себя супер несчастную собачоночку. В общем, у нас была крайне насыщенная, я считаю, эта серия, потому что мы отремонтировали нашу пекарню. В принципе, теперь остается просто наполнять ее, потому что по факту, как бы основную задачу мы выполнили. Мы ее почистили, мы тоже кинули на пол уже нормальное покрытие, мы переделали стены, у нас есть дополнительные холодильники, продажи у нас идут очень даже бодренько, очень хорошо, чему я бесконечно рада. Еще мы открыли очередную комнату, да, она у нас не мебелированная, но ничего, это только начало, мы еще будем деньги зарабатывать, как-то продвигаться, развиваться. О, вот наша Зоя и встала. В общем, что, уже утро, наверное, пока я тут рассуждала, трындела, уже решила проснуться. В общем, я думаю, встретимся через пару дней. Надо решить, что следующее открывать. Можно, конечно, кухню. Там целых 8000 миллионов и 5 кулинарий. У нас пока кулинария 1, потому что мы в основном выпечкой занимались. Вот, потому что еще гостиная, комедию нужно. Ну, для открытия гостиной нужно 5 комедий и 507 миллионов. Как-то неравноценная кухня. 8000, а гостиная 5. У нас, кстати, гостиная вот за этой стенкой получается, а кухня на первом этаже. Да, у нас такая вот странная планировочка. Ну все, тогда до следующей серии. Я подумаю, что мы следующее будем открывать, и будем развиваться в этом направлении. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих серий. Пока-пока.